Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Рыболовные сети и рыболовные мережи. Сегодня мы с вами поговорим, что такое рыболовная кошка. Можно его использовать в качестве кошки, но боюсь, он нырять не захочет. Он нырять, боюсь, не захочет. Значит, что такое рыболовная кошка? Некоторые используют непосредственно, устанавливают сети, скажем, какая-то сеть или порядок сетей, да, порядок сетей идет. Устанавливают, у кого-то глубина маленькая, и просто устанавливают на колья. Втыкают колья, привязывают сети, да, и вполне им этого хватает без кошки. Некоторые устанавливают сети, скажем, уже непосредственно на камни, на оттяжки, да, на оттяжки. И уже привязывают, скажем, сюда к концам бутылки. Бутылки или банки, что-нибудь непосредственно, да, чтобы просто уже подъехать, за банку взяться, да, и уже проверять сети. Некоторые используют непосредственно в береговой зоне, кто любит рыбачить с берега, да, к примеру, применяют там, скажем, резинку. Закидывают груз, резинку сюда к грузу, да, отъезжают куда-то там озеро или река, привязывают сюда сеть, да, потом веревку, и с берега, грубо говоря, ее проверяют. Если берег чистый, хороший, позволяет все, там песочек, сетка не цепляется, конечно, удобный способ, не надо даже для этого иметь лодку. Даже лодку не надо иметь, подошел, да, веревочку взял, потянул, вытащил на берег, проверил рыбку, отпускаешь потихонечку, и на резинке она обратно уходит в воду, эта сетка. Тоже хороший способ. Но применяют также непосредственно, когда сетки ставят, то уже непосредственно их ставят и проверяют, их вылавливает кошка, рыболовной кошкой. Что такое рыболовная кошка? Рыболовная кошка — это или там, скажем, какая-то арматура, да, или какой-то кусок лома, да, что-то непосредственно. И уже здесь, к примеру, где-то на 1/3 оставляют 2/3 расстояния. Скажем, это 1/3, а это, скажем, 2/3. Это 1/3. В зависимости подбирают, там делают или петлю сюда, наваривают, да, петлю. Ну или, скажем, там гайку наварить или еще что-то. Ее, конечно, хорошо обрабатывают, чтобы не было заусенцев, чтобы ничего не цеплялось, да, чтобы она была ровненькая, гладенькая и долго вам служила. Скажем, приваривается здесь петля или гайка. В зависимости от того, какая глубина, разные используют, там, скажем, прут. Арматура имеется в виду гладкая, да? То есть она гладкая, там, труба можно использовать, трубу, можно там палец от гусениц трактора, то есть, да? В зависимости от того, какая глубина, то в зависимости делают вес этой кошки, да? Чем глубже, тем кошку лучше иметь более тяжелую. Более тяжелую имеет кошку. Вот такая примитивная конструкция, скажем, непосредственно, которая уже ловят сети, да, и их проверяют. Сейчас, конечно, много всякой техники, там навигаторы есть, там всякие приборы технические, да, где вы можете там поставили сетки и подъехать и их проверить. Раньше это было все на глаз, скажем так, да. Не знаю, кто-то там имеет информацию, чем в данный период времени пользуются рыбники, скажем так. Раньше, когда еще, это, скажем, там 80-е года, где-то 82-й, наверное, год, когда еще были непосредственно, скажем, артели рыболовные, раньше назывался Гослов, да, и было такое понимание там
зачистка акватории вылова. То у них были такие кошки раньше в гослове, кто-то может их встречал, может подскажет, да. Кошка, она такая была у них под зачистку именно, скажем, акватории. Кошка была, и здесь было как бы у нее, скажем, такая железячка, как бы крыло, скажем так, да. Она шла там на расстоянии, скажем, где-то вот от дна там 60-80 сантиметров одна. Да, тут крепление ее было, крепилась она. Да, и здесь шел такой винт. Винт такой шел. Да. И вот ее тянули, и она вот именно 60 там, или 80, насколько вот эти крылья, там два крыла таких шли. Она шла и акваторию вычищали, если мало ли что-то там есть, чтобы не мешало в гослову рыбачить. Да. Рыбоинспекторы в тупую, они закидывали просто троса в за борт выкидывали, там он шел, наматывал все эти сетки на этот трос, и они выдергивали. Может, сейчас какой-то есть новый способ. Да? Ну вот такой момент как бы по рыболовной кошке. В следующий раз как-нибудь я вам расскажу, еще проведем урок, что такое зимняя рыболовная кошка. То есть в другой раз я как бы вам расскажу, что такое зимняя рыболовная кошка. Все, спасибо за внимание, всем хорошего дня, рад был вас всех видеть и слышать.